Всем привет! Термин формализм превратился в идеологическое клише, использовавшееся в Советском Союзе для идеологической борьбы с целыми направлениями в искусстве и для гонений отдельных авторов. В 30-е годы 20 века само слово формализм превратилось в ругательство, и обвинению в формализме подвергались не только зарубежные авторы, но и советские художники, писатели, музыканты, не выразившие достаточной преданности своему партийному руководству. Итак, о формалистических извращенцах в музыке в этом видео. 10 февраля 1948 года состоялось совещание деятелей советской музыки под председательством члена Политбюро Андрея Жданова, который в своей речи назвал оперу Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет» Мценского уезда грубой, примитивной и вульгарной, а произведение Сергея Прокофьева и Арама Хачатуряна сравнил со звуками бормашины и музыкальной душегубки. Было вынесено постановление о борьбе с формализмом. Произведения композиторов-формалистов долгое время не исполнялись. Началась шумная кампания в прессе, агрессивные выступления музыковедов, травля формалистических извращенцев – Шостаковича, Прокофьева, Мисковского и их подражателей. Итак, постановление Политбюро об опере «Великая дружба» Мурадели от 10 февраля 1948 года было опубликовано в газете «Правда» 11 февраля 1948 года. Было постановлено осудить формалистическое направление в советской музыке как антинародное и ведущее на деле к ликвидации музыки. Предложить Управлению пропаганды и агитации ЦК и Комитету по делам искусств добиться исправления положения в советской музыке, ликвидации указанных недостатков и обеспечения развития советской музыки в реалистическом направлении. Призвать советских композиторов проникнуться сознанием высоких запросов, которые предъявляет советский народ к музыкальному творчеству, и, отбросив со своего пути все, что ослабляет нашу музыку и мешает ее развитию, обеспечить такой подъем творческой работы, который быстро двинет вперед советскую музыкальную культуру и приведет к созданию полноценных, высококачественных произведений, достойных советского народа, а также одобрить организационные мероприятия соответствующих партийных и советских органов, направленных на улучшение музыкального дела. Несколько ранее был утвержден секретный вариант постановления, включающий более конкретные пункты. Согласно этому варианту, в том числе, Оргкомитет Союза советских композиторов был обвинен как рассадник формалистического антинародного направления современной музыки, в зажиме критики и самокритики, в содействии безудержному восхвалению произведений небольшой группы композиторов в угоду приятельским отношениям. Ввиду вышеизложенной критики, Оргкомитет Союза советских композиторов и его президиум были распущены. Хачатурян, Мурадели, Атовмиян отстранены от руководящей работы в Союзе композиторов. Председателем нового Оргкомитета Союза композиторов был назначен Борис Асафьев, а в секретариат вошли Тихон Хренников как генеральный секретарь, а также Мариан Коваль и Владимир Захаров. В течение нескольких недель открыто производились проверки музыкантов. После постановления музыкальная деятельность многих крупных советских композиторов была ограничена. Уже через несколько лет постановление ЦК КПСС от 28 мая 1958 года об исправлении ошибок в оценке оперы «Великая дружба» утверждало, что постановление 1948 года в целом, цитирую, сыграло положительную роль в развитии советского музыкального искусства, однако признавало, что оценки творчества отдельных композиторов в ряде случаев были бездоказательными. Итак, сокращенно зачитаю постановление Политбюро ЦК ВКПБ об опере «Великая дружба» Мурадели от 10 февраля 1948 года. Оно было опубликовано в газете «Правда». Итак, в чем же заключается формалистическое извращение, по мнению Политбюро? Антидемократические тенденции чужды советскому народу и его художественным вкусам. Отрицание основных принципов классической музыки. Проповедь о тональности, диссонанса и дисгармонии, являющихся якобы выражением прогресса и новаторства в развитии музыкальной формы. Отказ от таких важнейших основ музыкального произведения, как мелодия. Увлечение сумбурными
невропатическими сочетаниями, превращающими музыку в какофонию, хаотическое нагромождение звуков. Отказ от полифонической музыки и пения, увлечение однотонной, унисонной музыкой и пением, замкнутость в узком кругу специалистов и музыкальных гурманов, гнилая теория о непонимании народом музыки многих современных советских композиторов, пагубное влияние на подготовку и воспитание молодых композиторов в наших консерваториях и в первую очередь в Московской консерватории. Музыкальная критика перестала выражать мнение советской общественности, превратилась в рупор отдельных композиторов. Цитата. ЦК ВКПБ считает, что опера «Великая дружба», поставленная Большим театром Союза СССР в дни 30-й годовщины Октябрьской революции, является порочным как в музыкальном, так и в сюжетном отношении антихудожественным произведением. Основные недостатки коренятся прежде всего в музыке оперы. Музыка оперы невыразительна, бедна. В ней нет ни одной запоминающейся мелодии или арии. Она сумбурна и дисгармонична. Построена на сплошных диссонансах, на режущих слух словосочетаниях. Композитор не воспользовался богатством народных мелодий, песен, напевов, танцевальных и плясовых мотивов, которыми так богато творчество народов СССР. И, в частности, творчество народов, населяющих Северный Кавказ, где развертываются действия, изображаемые в опере. В погоне за ложной оригинальностью музыки композитор Мурадели пренебрег лучшими традициями и опытом классической оперы вообще и русской классической оперы в особенности. Исторически фальшивой и искусственной является фабула оперы, претендующая на изображение борьбы за установление советской власти и дружбы народов на Северном Кавказе в 1918-1920 годах. Из оперы создается неверное представление, будто такие кавказские народы, как грузины и осетины, находились в ту эпоху во вражде с русским народом, что является исторически фальшивым, так как помехой для установления дружбы народов в тот период на Северном Кавказе являлись ингуши и чеченцы. Еще в 1936 году в связи с появлением оперы Шостаковича «Леди Макбет» Мценского уезда были подвергнуты острой критике антинародные формалистические извращения в творчестве Шостаковича и разоблачен вред и опасность этого направления для судеб развития советской музыки. Характерными признаками такой музыки является отрицание основных принципов классической музыки, проповедь о тональности, диссонанса и дисгармонии, являющихся якобы выражением прогресса и новаторства в развитии музыкальной формы. Отказ от таких важнейших основ музыкального произведения, какой является мелодия, увлечение сумбурными, невропатическими сочетаниями, превращающими музыку в какофонию, в хаотическое нагромождение звуков. Эта музыка сильно отдает духом современной модернистской буржуазной музыки Европы и Америки, отображающей маразм буржуазной культуры, полное отрицание музыкального искусства, его тупик. Все это означает, что среди части советских композиторов еще не изжиты пережитки буржуазной идеологии, питаемые влиянием современной упадочной западноевропейской и американской музыки. ЦК ВКПБ считает, что это неблагоприятное положение на фронте советской музыки создалось в результате той неправильной линии в области советской музыки, которую проводили Комитет по делам искусств при Совете министров СССР и Оргкомитет Союза советских композиторов. В нашей стране композиторам предоставлены неограниченные творческие возможности и созданы все необходимые условия для подлинного расцвета музыкальной культуры. ЦК ВКПБ считает, что такая обстановка и такое отношение к задачам советской музыки, какие сложились в Комитете по делам искусств при Совете министров СССР и в Оргкомитете Союза советских композиторов, далее не могут быть терпимы, ибо они наносят величайший вред развитию советской музыки. И теперь возникает вопрос, совместимо ли материалистическое мировоззрение с музыкальным композиторским творчеством как таковым? И что такое марксистская музыка? Ведь если речь идет о музыкальном творчестве, а не о роли музыки в культурной жизни страны, ее воспитательном значении, то как определить марксистскость мелодии, гармонии, ритма? Скорее всего, нужно было, чтобы мелодия
хорошо залегала в ухо, но ведь тогда нужно, чтобы она была всегда веселой, и значит в советской стране уныния не бывает. Теперь отдельно хочу остановиться на Шостаковиче. Верный сын КПСС и незаменимый рупор советской пропаганды на Западе, ненавидевший тоталитарный строй. Запуганный пессимист с изломанной нервной системой. Может быть, приспособленец? Нравственный авторитет интеллигенции советского периода. Экспериментатор в начале творческого пути и величайший симфонист XX века, которому удалось создать в музыке масштабные концепции огромной силы воздействия. В молодые годы Шостакович знакомился с творчеством мастеров XX века, что в консерваторских кругах обычно было порицаемо. Музыка Шонберга, Хиндемита, Малера, Стравинского – все это вдохновляло его. Но в своей музыке композитор должен был отчаянно демонстрировать, как старательно затыкает сам себе рот. В 40-е и 50-е годы это означало прежде всего сознательное разделение композитором своего творчества на две категории – для души и для партии. Что требовала от Шостаковича официальная советская критика? Во-первых, усилить народное начало в музыке, повысить роль развернутых песенных мелодий народного склада. А во-вторых, возвратиться к классическим традициям, создавать более оптимистичную музыку. Все это отчасти убеждениям музыкантам не противоречило. Композитор скорее чувствовал в себе потребность после череды экспериментальных сочинений создать музыку большей обобщающей силы, поэтому для него не было ложью пойти навстречу критике в надежде, что это будет по достоинству оценено. Первым произведением подобного рода стала вторая опера Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» или Катерина Измайлова 1932 года. Опера была тепло принята советской и иностранной публикой. С огромным успехом прошли ее премьеры в Ленинграде, Москве, Буэнос-Айресе, Цюрихе и Стокгольме. Казалось, что это окончательное признание творчества молодого композитора. И так казалось ровно до 28 января 1936 года, когда Шостакович купил на вокзале в Архангельске газету «Правда», в которой обнаружил анонимную, то есть отражающую официальную точку зрения, статью «Сумбур вместо музыки». Говорят, что статья была инициирована непосредственно Сталиным, посмотревшим из ложи Катерину Измайлову и возмутившимся эротическими сценами оперы в сопровождении симфонического оркестра. Против композитора была развернута травля. Его могли арестовать, убить. С исполнения, якобы по желанию автора, была снята и 4-я симфония. Симфония создавалась в период травли композитора, и затем она не исполнялась в течение более чем 2 десятков лет. Но зато к 1937 году Шостакович написал 5-ю. Публика восторженно встретила творение, а официальная критика отметила положительные сдвиги в мировоззрении автора. Так композитору пришлось перестраивать свою линию согласно требованиям партии. Шостаковича доломали и одновременно вознесли на самую вершину официозного советского искусства. В 1949 году, вопреки воле композитора, его буквально вытолкнули в составе советской делегации на Всеамериканский конгресс деятелей науки и культуры в защиту мира. Он поехал от лица советской музыки произносить речи в осуждение американского империализма. И с этих пор Шостакович назначается парадным фасадом советской музыкальной культуры и зачитывает заранее заготовленные тексты пропагандистского характера. Отказаться он уже не мог. К тому же власти при случае не забывали напомнить ему, что постановление 1948 года никто не отменял. В 1953 году Сталин умер. Шостакович практически подвел итог не только эпохи сталинизма, но и длительному периоду в собственном творчестве. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайк, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!